И снова здравствуйте. Надеемся, вы соскучились? А даже если и нет, вы просто обязаны это увидеть. Поехали. На берегу Средиземного моря расположился древний необыкновенный город Акко. Его история начинается около 5500 лет назад. Тогда здесь и были замечены первые поселения. Акко располагался на перекрестке международных торговых путей, что играло важную роль. Греческое, римское, христианское, турецкое правление – все это пережил этот старинный город. В 1799-м Акко выдержал осаду Наполеона, которая длилась 62 дня. К примеру, Яффу он захватил за 3 дня. И был уверен, что и здесь он одержит победу. Но не тут-то было. В середине 20 века Акко стремительно стал расстраиваться за пределами своих оборонительных стен. Народ переселяется в новый Акко, а старый становится центром туризма. Стены Акко – система защиты и обороны вокруг города, построена в несколько этапов. А на сегодняшний день одна из важных достопримечательностей. Она окружала Акко с суши и со стороны моря. Доступ к стенам был разрешен только военным и гражданским при наличии особого пропуска. Место тут ходовое, всегда полно туристов на этих стенах. Вот мы сейчас идем по такой центральной улице. Здесь полно колоритных кафешек. Обычно эти улицы переполнены, но в связи с короной места пустуют. Народу практически нет. Туристы тоже вот поприезжали в мечеть, поедят хумуса и поедут домой. Вот наш съемочный автомобиль. Ребятки. Вот еще одна из, как говорят, самых красивых достопримечательностей старого города – турецкие бани. Очень крутое место. Вот такие входы в квартирки. Вот пес себе хумус фуль заказал. Турецкая баня была построена во времена Османской империи.
и использовалась до 1948 года. На сегодняшний день это музей. Можно его подержать? Да, конечно. И что, он может отлететь на 4 километра? Да, он может подняться до 2 километров, но запрещено. Максимум 50 метров. Ты можешь задеть самолет. А сколько стоит? Начиная от 1600. Это самый дешевый, и нет предела цене. Мы вот приехали в удачный день, как всегда. Ремонты, реставрации. Протяженность туннеля 350 метров. Ну, надеюсь, вы заценили туннели. Очень крутые. Ранее он соединял крепость тамплиеров с городским портом. Вот кто-то давно из дома не выходил. Итак, твои действия. Ты ставишь паузу, подписываешься на канал, ставишь лайк, оставляешь комментарий и нажимаешь play. В общем, мы приехали в парк, называется Лили Шарон. Прям на входе есть такая крутая тема для детей. Вы сканируете QR-код и можно играть в парке в виртуальной реальности. В общем, детям прикольно будет. Наводим, сканируем QR-код, переходим по ссылке. И вот мы на Play Market. Приехали посмотреть сады, увидели на Google Maps, написано «частная собственность». Ребятки, мы старались для вас. Кому понравилось, ставим пальцы вверх. Увидимся.